Все мы знаем, как началась русско-японская война, верно? Внезапная ночная атака на Порт-Артур. Но эта версия, хоть и очень удобная, она, скажем так, неполная. Она упускает из виду самое главное. Так как же на самом деле начинается война? Это ведь не просто первый выстрел, правда? Если посмотреть на это все как на систему, вот тогда-то и начинается самое интересное. И вот это, по сути, и есть главная мысль всего нашего разбора. Война — это не просто событие, это именно системный сдвиг. Это тот самый момент, когда одна сторона теряет способность выбирать, а другая ей эту способность, по сути, навязывает. И вот полем битвы за эту самую структуру решений стало море. В начале 20 века море — это было не просто какое-то там второстепенное место действия. Нет, это был главный инструмент, который задавал темп, давление и в конечном счете стратегический выбор. Дело в том, что контроль над морем — это гораздо больше, чем просто сражение кораблей. Это про снабжение, про свободу маневра. Но самое главное — это возможность диктовать свои условия, заставить противника играть по твоим правилам. И вот тут мы подходим к ключевому моменту, к огромной асимметрии в подходах. Смотрите, для Японии, островной нации, контроль над морем — это был вопрос выживания, буквально. А для России, континентальной империи, это была, всего лишь одна из опций. И вот этот-то фундаментально разный взгляд на вещи и определил всю дальнейшую логику. И если мы это понимаем, то и японская атака на Порт-Артур предстает в совершенно ином свете. Их цель была не просто потопить пару-тройку кораблей. Нет, цель была куда более абстрактной. Удар был нацелен в самое сердце, в систему управления. Вот это ключевой момент. Японцы хотели не столько уничтожить флот, сколько парализовать волю российского командования, заставить его сомневаться, бояться, а в итоге просто сидеть сложа руки. И это не было спонтанным решением. Стратегия была очень четкой, буквально по шагам. Первое — сбить привычный ритм командования. Второе — посеять максимальную неопределенность, где ждать следующего удара, когда. И третье, как итог, заставить противника только реагировать, забыв про собственные планы. И вот это просто блестяще показывает, о чем мы говорим. Целью была не физическая мощь флота, а его, если хотите, операционная система — управляемость. Япония ударила по самой способности российского командования адекватно оценивать риски и, что главное, действовать. Но знаете, в этой истории был один короткий момент, когда все могло развернуться на 180 градусов. Появился человек, который попытался всю эту систему перезагрузить. И с прибытием адмирала Макарова действительно появилась надежда. Он, кажется, был единственным, кто по-настоящему понял, что происходит. Просто представьте себе картину, которую он застал. Флот буквально заперт на базе. Атмосфера — тотальная осторожность, страх ошибки. Знаете, такая бюрократическая культура, когда флот — это не боевой инструмент, а какой-то дорогой сервиз, который боятся разбить. Инициативы — ноль. Флот не действовал, он только реагировал. Макаров же, он просто перевернул эту философию с ног на голову. Для него флот — это не то, что нужно прятать. Это активный инструмент влияния, давления. И да, он был готов рисковать, но не бездумно, а идти на управляемый, просчитанный риск ради главной цели. И что вы думаете? Результат был просто мгновенным. Флот тут же начал выходить в море, начал действовать, рисковать, и это немедленно сбило с толку уже японцев. Теперь уже им приходилось гадать, а что сделает Макаров? Инициатива, пусть медленно, но начала возвращаться. Но этот проблеск надежды оказался трагически коротким. Гибель всего одного человека привела к коллапсу всей только что выстроенной управленческой модели. Вот, посмотрите на эту хронологию, она очень показательна. Февраль — атака, Россия теряет темп. Март — приезжает Макаров, начинается перезагрузка. Апрель — Макаров гибнет, и все, модель рушится. С мая — полная пассивность. Окно возможностей было невероятно узким, и оно захлопнулось. И тут очень важно понимать, дело не просто в потере талантливого адмирала. Это был крах целой философии управления, основанной на действии. Система просто откатилась назад к своей привычной, безопасной модели минимизации рисков. А это, как мы уже поняли, и есть гарантированная потеря инициативы. И эта потеря инициативы на море, она как домино повалила все остальное. Она напрямую решила исход войны на суше. У Японии теперь была полная свобода действий. Вози войска, снабжай их, выбирай, где и когда ударить. А русская армия в Маньчжурии, она оказалась в роли вечно обороняющейся, вечно догоняющей. И все это подводит нас к очень важному, можно сказать, методологическому выводу.
Этот пример отлично показывает, почему простое обладание ресурсами, кораблями, солдатами, пушками само по себе еще ничего не решает. Так что же такое инициатива в конечном счете? Это не про количество кораблей. Совсем нет. Это, во-первых, качество системы управления. Во-вторых, готовность к риску. И, в-третьих, скорость реакции. У кого эти три компонента лучше, тот и хозяин положения, даже если ресурсов у него меньше. И в самом конце мысль, которая, пожалуй, подводит итог всему. Система проигрывает не тогда, когда теряет ресурсы. Она проигрывает тогда, когда теряет способность выбирать. Настоящее поражение — это не потеря кораблей. Настоящее поражение — это потеря возможности сделать свой ход. Когда остается только реагировать на чужие ходы, война, по сути, уже проиграна.